Здорово, народ! Снимаю этот ролик спонтанно, не готовился и не собирался, но тем не менее. Все чаще и чаще люди ко мне обращаются, в общем, не могут очистить осадок. Сейчас я, значит, проведу цементацию вот этого раствора. И смысл как бы не в самой цементации, а в последующих действиях по очистке осадка. Этот способ подходит для любых осадков, неважно, как вы его получили. Цементацией, электролизом, просто стандартным каким-то осаждением, чем-нибудь там. Сейчас, значит, он у меня чуть ниже комнатной температуры. Гасить я буду цинком, вот таким таблетированным. Ой, что я сказал, гасить? Цементировать. Цементировать буду цинком. Ну все, забуздыриваем. Сразу, допустим, пару штук. Смотрим на реакцию. Ну, давайте 3 штуки. Затыкаем, чтобы не дышать аэрозолями. И наблюдаем. Сразу полетели. Давайте приблизим. Сразу полетели черные штучки. Ну, в данном случае это не что иное, как все металлы, растворенные в растворе. Ну, я рассчитываю из этого раствора получить довольно ощутимое золото. Ну, в разумных пределах, так сказать, для моей лаборатории, да. И сейчас, значит, я прервусь и включусь уже, когда все закончится, и мы приступим к очистке раствора, к получению максимально возможного в данных условиях чистого золота. Ну, пока все. Да, еще пару слов надо сказать, что о том, что раствор моментально потемнел. В камере он показывается как коричневый цвет, ну, как будто золото, да, вот такой вот. На самом деле он такой, скорее, черный. Но это сути вопроса не меняет. Сейчас идет усиленное восстановление золота. Ну вот, прошло около часа, наверное. Вот наш раствор. Я еще немножко добавил воды. Давайте посмотрим. Видите, раствор фактически прозрачный. Есть некая взвесь. Но если дольше подождать, она тоже осядет. Ну, я ради фильма не стал ждать. Это не принципиально. Что нам надо сейчас сделать? Надо сейчас начать промывку. Берем заведомо большую посуду. Сливаем. Вот столько осадка получилось. Все это сливаем сюда. Берем прям кипяток. Теперь мы, значит, снизили концентрацию всех кислот. Раствор сделали жидкий, налили горячей воды. И теперь банально даем отстояться. Тут вообще без вариантов. Первый раз надо дать отстояться. Ну, сколько-то времени. Может быть, еще час. Оно постоит, упадет. И вот все, что не упадет, можно будет просто тупо слить. Все, больше ждать не будем. Давайте сольем. Жидкость имеет такой молочный оттенок. Вот наш осадок. Ну и теперь начинается банальная промывка кипятком. Кипятком, кипятком, кипятком. Пока отстаивается здесь горячий наш осадок, посмотрите вот на этот раствор.
Он прям как молоко. Короче, он взвешенный, вот прям хлопья такие. Это банальный мусор. В принципе, это можно все выкинуть уже. Так, отстоялось, нет? Похоже, что да. Так, ну вот у нас уже осадок получился такой удобоваримый. Переносим его обратно в маленький стаканчик. Какая как бы есть проблема со всем этим? Осадок такой воздушный, сравним даже, наверное, с песком, ну, с пылью. Совершенно неудобно для работы. Давайте сейчас попробуем влить чуть-чуть электролита и подогреть. И он должен скоагулироваться. Так, ну значит вот, вскипятил его в электролите, горячо. Вот он у нас скоагулировался. Раствор по-прежнему мутный. Ну вот, по идее, надо бы дать еще и постоять. Ну, давайте этот раствор солью в другую посуду. Берем дистиллированную воду. Довольно много дистиллированной воды я налил. Ставим кипятиться. Это будет финальное, так сказать, кипячение. Ну вот, вскипятил в дистиллированной воде. Видите, она прям кипяток вообще. Ну, видите, не видите. Прямо кипяток. Хорошо осаживается уже все. Можно сказать, что раствор чистоган осадок. Так, ну что, наступил ключевой момент. Что мы теперь делаем? Теперь мы это все заливаем электролитом. Вот как есть, прям на горячую. Думаю, хватит. Ну так, покрыло и ладно. Я уже многократно говорил, что если вы хотите, ну, по незнанке получить проблемы, то начинайте варить в азотной кислоте. Шанс потерять некоторое количество золота гарантированный. Поэтому мы более щадящий метод. Более щадящий. Вот электролит и аммиачная селитра. Берем буквально пару-тройку зернышек, вбахиваем. Тем самым у нас получается не то чтобы это азотная кислота, а слабый раствор азотной кислоты в электролите. И главное действующее вещество это все-таки электролит, а не азотка. Но в такой комбинации они очень даже хорошо работают. Вот смотрите, идет реакция. Пахнет азоткой, ясно дело. Но, тем не менее, как бы тут возбуждается именно электролит с окислителем азоткой. Ну что, сейчас надо поставить на такое хорошее кипячение и смотреть потом по ходу на качество очистки. Возможно, надо будет добавить еще селитры. Прокипятили в азотке, назовем так, в электролите с азоткой. Я добавлял еще несколько зернышек.
Вот такой у нас раствор получился. Грязно-серый, зелено-синий. Золото там в нем почти не видно. Значит, как сейчас его нам отсюда забрать? Ну, надо долго опять ждать. Ждем, оно все оседает, и потом промываем. Ну, давайте мы долго ждать не будем. Возьмем дистиллированную воду. Разбавили, остудили. Золото вон там на дне. Вон оно, видите, да? На просвет. Ждать не будем. Я пока солью. Вот основной этот раствор. Вы помните, сколько было осадка в начале нашего пути, скажем так. И теперь вот он. Ну да, он не такой получается, как вот если бы мы вскипятили в чистой азотке. Ну, мы видим, что он вполне приемлемого цвета, вполне приемлемого состояния, такой скучкованный. Вот этот последний раствор немножко постоит, там наверняка на дно что-то упадет, но я это потом заберу. Но основная идея, вы видите. Смысл всего действия, которое я тут вам показывал, давайте подытожу, да? Любой осадок, получившийся там электролизом, восстановлением, железным купоросом в частности, или вот цементацией, можно почистить щадящим методом. Вот это ключевое слово, это щадящий метод. Если сразу бахать азотную кислоту, даже после всяких промывок, то можно золото потерять. Просто тупо, банально потерять. Поэтому используем такой простой способ, электролит. И если у вас жидкая азотка, несколько капель азотной кислоты. Если у вас селитра, ну, несколько шариков, и кипятим. Кипятим. Но в любом случае, вот для тех, кто хотел увидеть золото, как мне пишут, первый раз начал и все загубил. Вот оно, золото. Вполне приемлемой такой консистенции, состояние. Ну, возможно, если еще покипятить, оно станет еще чище, но остановимся на этом. Пожалуйста. Ну, давайте, на этом все. Будьте здоровы. Пока.